Новогодние гномики из папье-маше. Для основы берем пластиковую или стеклянную бутылочку. Плотно заворачиваю в фольгу. Из фольги формирую конус. Сегодня работаю с готовой массой папье-маше марки Jovi. Подойдет и любая другая масса для лепки. Наношу слой примерно 4 мм. Разглаживаю влажными руками и отправляю сушиться на несколько дней. Зависит от температуры в помещении. Продолжаю работать через 2 дня. Очень важно просушить первый слой как следует. Каждую деталь приклеиваем, предварительно смочив участок водой. Делаю отверстие для елочки и снова отправляю сушиться. Если появятся трещины, затираем шпаклевкой. У меня первый слой просох не до конца. Вот и результат. Фольгу можно оставить внутри заготовки. Вырезаю из плотного картона. Снова сушим. Гномик-колокольчик с ножками делается почти так же. Из проволоки сворачиваю петельку. Петельку опускаю в горлышко бутылочки. Сверху колпачок. Удаляем фольгу. Петельку внутри закрепляю шпаклевкой. Можно залить небольшим количеством гипса. На клей ПВА приклеиваю черные бусины глазки. Пока клей сохнет, делаю из проволоки каркас для ног. Заворачиваю в фольгу. Наклеиваю малярным скотчем.
Заготовки полностью просохли. Шлифую мелкой наждачной губкой. Окрашиваю акриловыми красками. Более темной краской того же оттенка делаю тени. Выделяю фактуру. На сухую кисть набираем небольшое количество краски. Тем же способом добавляю жемчужный металлик. Темно-зеленым делаю тени на шубке во всех углублениях. Без света тени игрушка будет выглядеть пластмассовой. Основную краску немного разбеливаю. Теперь свет, самые выпуклые места. Точно так же смешиваю алую краску с каплей белил. Из детского легкого пластилина делаю елочку. Когда затвердеет, ее можно подкрасить и покрыть лаком. Приклеиваю на лак. Гномик-колокольчик расписывается точно так же. Покрываю заготовки акриловым лаком. Веточку кипариса приклеиваю на клей ПВА. Красные ягодки также из детского пластилина. Просверливаю отверстие для подвеса. Конец шнура пропитала клеем ПВА. Так легко продернуть. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.